Это первая серия по постройке буханки из будущего. В итоге мы планируем получить вот такой УАЗ, кузов которого будет полностью прозрачный по кругу. Но обо всем по порядку. Приятного просмотра. Эта история началась с поисков донора. Долго я его искал, и в итоге пришлось обратиться к официальному представителю Черметтранса в нашем городе. Внешний вид и состояние не особо играли роль, так как в итоге от машины останется только платформа, а все остальное будет сделано с нуля. Так вот, после долгих переговоров в офисе компании мы сошлись в цене, после чего оформили документы, и я вызвал эвакуатор. Кстати, у Андрея преимущественно он и будет заниматься этим проектом. Точно такая же машина, но немного доработанная. Ее вы и видите в кадре. Это Isuzu Midi. В итоге мы завели машину и пригнали в мастерскую Андрея. Тут она и будет строиться. После беглого осмотра выяснилось, что предыдущий владелец забыл кое-какие вещи. В итоге они были отправлены обратно. И мы решили немного заняться детейлингом салона, перед тем, как его разбирать. Итак, салон отмыт, и даже запаха от предыдущего хозяина не осталось. Теперь можно заниматься демонтажом. Пока Андрей этим занимается, расскажу немного о проекте. Как-то в сети я наткнулся на вот такую иллюстрацию. По легенде, это буханка Next, то есть УАЗ-452 из будущего. Точную копию такого авто мы и будем строить. Я нашел и связался с автором этого проекта. Зовут его Артем Смирнов. Вот его инстаграм. Выяснилось, что есть только такая картинка, поэтому заднюю часть мы будем придумывать сами. А все, что видно на этой иллюстрации, Артем разрешил копировать и воплотить в жизнь. Спасибо ему. Следующим этапом после салона демонтируем все окна и лобовое стекло тоже. Присоски для стекла что-то совсем не работали, и Андрей взял универсальную присоску для демонтажа. И тут дело пошло. Давай мясо! Давай мясо! Перед тем, как срезать кузов, убираем все оставшееся, не особо жалея, так как оптика, фонари и другие элементы будут делаться с нуля, своими руками. По легенде, это буханка из будущего. Но, зная подход инженеров Ульяновского автозавода, думаю, что они бы взяли базу от старой буханки и строили бы новую машину на старой платформе. Естественно. Поэтому мы и распечатали все габариты классической буханки, для того, чтобы всегда были под рукой. Но в итоге поняли, что эти габариты не совсем подходят для нашей модели. А габаритов нарисованной модели, конечно же, не существует. Поэтому мы решили отталкиваться от колес и строить машину вокруг их. Прикинули 18-е диски и поняли, что это совсем недостаточно. Сделали замеры и пришли к выводу, что нам нужны 22-е двухсоставные диски в любом состоянии, так что если у кого-то есть такие, жду предложений, все контакты есть в описании ролика. Затем надо полностью срезать кузов, поскольку он совсем не вписывается в наши габариты, и нам придется сделать новый каркас, а сам кузов в итоге будет полностью прозрачный по кругу, но об этом уже в другой серии. Пилить кузов решили по частям, для того чтобы было проще транспортировать металлолом.
Ну а после крыши в расход идут стойки, крылья, в общем все до самого основания. Насчет двигателя мы еще в раздумьях, но я четко убежден, что такой концепт должен быть электрокаром. Думаю, к этому мы и придем, если, конечно, вы поддержите нас, поскольку такие проекты очень затратные. И понятное дело, что все это станет реальным только если это будут смотреть. Поэтому огромная просьба помочь с распространением этого ролика. Длинный комментарий здорово помогает в продвижении, но важнее всего поделиться этим роликом где угодно, для того чтобы больше людей узнали о проекте. Спасибо. После того, как мы отрезали все лишнее, имеем вот такую платформу. Кстати, очень удобно обслуживать авто, когда отсутствует кузов. Этим мы и занялись. К слову, Honda стоит в мастерской не случайно, так как мы заканчиваем исправленную версию прозрачного капота и уже скоро покажем готовый результат. И раз уж Honda в мастерской, в ней мы также меняем все расходники и готовим ее к сезону. Что касается начинки, то в нашей модели будет использоваться много компонентов Bosch, поэтому там, где это возможно, хочется по максимуму добиться надежности, а Bosch в этом смысле бесспорный лидер. Практически все маломальски уважаемые марки с конвейера сходят именно с бошевскими деталями, так что и мы постараемся от них не отставать. А устанавливать мы будем свечи зажигания и некоторые элементы тормозной системы, а именно тормозные колодки. Почему это важно, долго объяснять, я думаю, не нужно. Хочется, чтобы наши машины без проблем заводились и опять же без проблем останавливались. Также мы поменяли масляный и салонный фильтр. Все-таки это тоже важный элемент безопасности водителя и пассажиров, чтобы не дышать вредными выхлопами и дорожной пылью. После нескольких дней блуждания вокруг машины с рулеткой стало ясно, что рулевая рейка совсем не вписывается в габариты, а пропорция — это очень важно. Только при соблюдении ее получится сделать живой экземпляр максимально похожим на концепт из картинки. Поэтому было решено перенести рулевую рейку и поставить на место уже после того, как будет готов каркас. Соответственно, переносить ее будем вглубь салона. Появилась даже идея сделать руль не слева, а по центру. Такого даже в Майбахе нет. Как-никак, это концепт-кар, и тут правил нет. Очень интересно ваше мнение, жду в комментариях. Каркас кузова будет делаться из металлопрофиля, и пилить его придется очень прилично. Именно поэтому и была приобретена вот такая ленточка. Пилит прям как масло, не можем нарадоваться. Как вы видите, Андрей уже занялся изготовлением каркаса. Об этом и будет следующая серия. Спасибо за просмотр и добра от топора.